Никогда не подумал бы, что обычный рабочий выезд в Китай на пару дней даст мне столько эмоций и оставит сильное желание поскорее вернуться туда еще раз. Перед этой поездкой я решил построить очень простой план. Купить недорогой китайский смартфон, поесть или увидеть что-нибудь необычное и посетить огромнейшую выставку импортных и экспортных китайских товаров. Это было буквально мое первое прикосновение к этой стране, и сразу скажу, я очень мало знал о Китае до этой поездки. Единственное, что я знал заранее, это то, что Китай – развитая страна. Но сильных ожиданий я старался не строить. От этого уехал только с приятнейшими впечатлениями о стране. Кстати, с недавнего времени Китай официально перестал называть себя развивающейся страной. Об этом я тоже расскажу в своих сериях. А что касаемо приключений, у меня они начались уже на границе. Не успел я даже приземлиться в Гуанчжоу, как уже нашел повод для контента. Я сейчас на пересадке, и кроме дикой жары, к которой я не был готов, есть пару вещей, которые меня очень удивили. Мясо и шака. Леденец в виде микрофона, каких-то неприродных размеров вишни, то есть, чтобы вы понимали, вот мой палец и вот размер вишни. Пепси со вкусом малины, куриные ноги, конфеты из молока верблюда, сырный латте. Я не мог не попробовать это, поэтому ваше здоровье. Честно говоря, как обычный латте. Никакой разницы не чувствую. Кстати, я хотел сказать, что даже в аэропорту цены достаточно дешевые. Например, в аэропорту в Канаде цена за такой напиток была бы в 10 раз больше. В Корее, в принципе, цены тоже такие же, как и в городе. Вот. А здесь меня удивило то, что они даже дешевле, чем в Корее. То есть цены на все ниже. Пересадка у меня была в городе Цинань. Аэропорт – кайф. Паспортный контроль – не кайф. Слишком много вопросов и недоверия от офицеров. На видео, к сожалению, я не смог это снять, но на случай, если вы будете лететь через этот город, просто знайте, здесь иностранцев встречают прохладно. В Гуанчжоу ситуация уже получше. Первое впечатление очень приятное и сразу чувствуется масштаб большого города. Интересный момент, что здесь я буквально вышел за 2 минуты. То есть из самолета вышел, забрал багаж и никаких проверок, никакого паспортного контроля. И я так понимаю, что это связано с тем, что я летел внутренним рейсом, а не, наверное, international рейсом. И выход был, из, собственно, внутреннего другого терминала. Вот. Поэтому хорошо. Намного лучше, чем в том, потому что там немного напряжно было, и в моменте меня там что-то поднапрягли ребята на паспортном контроле. Ну вот, наконец-то мы прибыли в Гуанчжоу. Сейчас посмотрим, что это за город. Хоть мы приехали поздно, но кое-что я все-таки успею показать. Следующее испытание, с которым сталкивается любой турист, прилетевший в Китай, это общественный транспорт. Во-первых, он на китайском. Во-вторых, сложности с оплатами. Ведь в Китае практически не используют кредитки. И единственный способ оплатить что-либо – это Alipay. Свой я подключил заранее и советую вам сделать то же самое, иначе в Китае вы не сможете доехать даже до отеля. С выбором своего отеля, если это место можно так назвать, я вообще не ошибся. Контент вырисовывался на ходу. Мне было очень интересно посмотреть на самый дешевый вариант жилья в Китае. И я точно не прогадал с выбором. Как вам такие хоромы? Это я уже поевший, выспавшийся и довольный на следующее утро. А вот как проходило мое заселение. Вот это я приехал. Okay. This one. Поскольку прилетел я достаточно поздно, то не особо надеялся найти что-либо из нормальной еды. Но внезапно прогуливаясь по трущобам вокруг своего отеля, я вышел на эту забавную улочку. Пустота в желудке поджимала не на шутку, поэтому я решил зайти в первый попавшийся ресторан с самыми низкими ценами и, самое главное, картинками с едой. Ведь я же на китайском, ни слова не понимаю. Совершенно ничего не знаю про эту страну. Я, на удивление, неплохо справляюсь. Я пришел в какой-то очень аутентичный, видите, аж чеснок вон нечищенный валяется, ресторанчик, заказать себе суп. Сейчас у нас на часах 1:00 ночи. Я кое-как разобрался, что вообще происходит в Китае, как этот город работает. И я в таких трущобах, но я даже не знаю, как это показать. Здесь настолько темно в переулках, что на камере, на видео даже ничего не видно. Я попробую подснять это, и, конечно, будет, наверное, бессмысленно. Это какое-то очень уникальное место. Мне сложно его описать. Притом оно как бы и ужасное, и прекрасное одновременно. В общем, дневные кадры все расскажут.
А пока я жду свой суп. Кое-как я смог объяснить китайскому деду, что я хочу заказать, и он молча ушел на кухню готовить мою первую еду в Китае, на которую у меня, кстати говоря, были огромные надежды. Насколько был маленький шанс записать звук заставки Netflix, настолько же маленький шанс был найти вкусную еду. Хотя нет, это неправда. Скажу честно, лапша выглядела очень аппетитно, а когда попробовал ее, то понял, я попал очень по адресу. Здесь видно, насколько мне вкусно. А на этом моменте я вспомнил, как дышать, и с облегчением выдохнул. Решил поднять настроение деду за столь шикарный ужин и поблагодарил его от души, но через Google переводчик. Мне кажется, дед ничего не понял. 12块钱，12块。 Кстати, суп стоил смешных $1,5. Очень сытый и довольный я двинул обратно в отель, чтобы выспаться и наконец выполнить первый пункт из своего чек-листа. Но перед этим давайте я вам полноценно покажу, что такое отель за $7 в Китае. Раз, два, три. Раз, два, три. Как вам такие хоромы? Не, я, конечно, не могу с этой двери. Это прям искусство. Вот. Вот она, эта хижина, собственно. Оп! Вот так прикрыли и просто охреневаем, куда мы пришли. Все здесь из дерева. Ну, за исключением стен, конечно, они из бетона. То есть первое, на что я обратил внимание, это книжная полка с китайскими какими-то книгами, комиксами. И вот это. Первое, что я подумал, что в квартире есть кот, что это его лоток. Но потом я присмотрелся и увидел, что это для всяких божественных пахучек. Вот. На столе это у меня уже вот признаки моего возраста, был чайный сервиз. Конечно же, ведь мы где в Китае, правильно. Потом он мне дает, собственно, замок и говорит, вот, держи это замок. Вижу, что я дальше. Какие-то тоже чайники, причем, вот зацените, это электрический чайник, но он, собственно, Кстати, из чего чайники делают? Из глиняной, наверное. В общем, красиво. Камень. Ну, не совсем то звучание, которое я ожидал, но есть вот такая вот бандура китайская. Это меня откинуло лет на 20 назад к дому моей тети. У нее точно такой же, просто идентичный. Может, она его из Китая скоммунистила. Как раз вентилятор на потолке. Тапочки. Они тоже из дерева. Мусорник. Вот не знаю, видели ли вы когда-нибудь такой мусорник. Честно говоря, спальня меня удивила больше всего. Ну, типа, на секундочку, вот это, что это? Что это за хоромы? Что это за... боже, это уже можно в антиквариат сдавать и получать за это деньги бонусом. Вот это тоже. Но я, если честно, подозреваю, что здесь, возможно, какой-то писатель или писательница жила, и вот она здесь вот свои, возможно, какие-то записи делала или рисовала. В общем, я даже не знаю, что вам и сказать по этому поводу. Потом, я думал, что здесь птицы, если честно, я даже испугался, потому что думал, блин, как я спать буду. А это, оказывается, просто лампа. Вот с этого я, конечно, вообще прозрел. Ну-ка, кстати, интересно, получится его включить? Где у нас тут? Оп. О, другое дело. Ладно, что это я наложил, но вы понимаете, да, что здесь просто происходит? Ладно, оставлю так, пусть будет на play. Ведь жизнь — это игра. Я когда увидел, что за телевизором, вот тут меня уже просто накрыло. Я уже думаю, куда я попал? Это старая типа Nintendo китайская, и на ней есть игры. Я в нее еще не играл, я ее еще не тестировал. Нашел DVD-шник, потом какие-то гербарии, еще один картридж и какие-то бумаги, и мне этого хватило, я закрыл. В шкафу меня в первую очередь встречает вот такая вот нитка непонятная. Не знаю, зачем она здесь. Тут у нас
Ничего интересного. Я надеялся, что там будет труп, но его там не было. И сверху у нас просто свинья с куриным окрасом. На самом деле очень такой традиционный китайский, для меня необычный шкаф вот с такой вот гравировкой. Все из дерева, ребята, все из дерева, ведь мы в Китае. Как по мне, в принципе, все есть. Вот особенно вот это. Мне кажется, только одна кровать здесь стоит $7. Но огромный плюс, вот, кстати, что хочется похвалить хозяина или китайцев, ванная, а вот, собственно, она. У нее евроремонт, качественно выложена плитка, ну, практически современный туалет, может, без подогрева, но выглядит он очень чистым, очень удобным. Я вчера затестировал. Есть хорошая, качественная, работающая вентиляция. Душевая кабинка отделена вот таким вот стеклом, и все там тоже очень чистенько, очень аккуратно. Они мне даже положили мыло, шампунь, 4 полотенца, ребята. Зубные щетки, паста, правда, паста была просроченная, кстати говоря, поэтому я использовал свою. Да в целом все есть. Смотрите, даже фен они положили. Ну не шикарный. Только единственное, что меня смутило, это вот эти вот реснички. Я думал, это таракан. Ну а так вообще все, что надо. Даже грех жаловаться. Ну то есть сначала я был в шоке, а потом я как прочувствовал это место. Но это просто сказка. Как я уже говорил, отелем это сложно назвать. Скорее, это чья-то старинная квартирка в традиционном китайском стиле, при этом с очень чистой ванной. Внутри все было достаточно старое и пыльное, а окна и вовсе выглядели так, как будто разваливались под своим возрастом. Но знаете, в этом всем я увидел только плюсы. Ведь где вы еще поживете в таких уникальных условиях? Честно, мне в этой уютной квартирке понравилось даже больше, чем в каком-либо отеле. Постоянно хотелось все рассматривать, и никогда не знаешь, что еще найдешь в этой квартире. Ощущение, будто остался на ночь в музее. Ладно, жилище свое я вам показал, а теперь пришло время закупиться современными китайскими сувенирами. Ну что, ребята, можете поздравить меня с покупкой. И вот она, метавселенная. Смотрите, что нашел. Реклама, собственно, тех самых услуг. С QR-кодом сразу. Что, заценим Магда какой здесь? Даже не знаю, что и сказать. Не стал доедать. Zero Cola платная. Все это и многое другое я собираюсь показать вам в следующих сериях о моих приключениях в Китае. А вы пока подпишитесь, мне действительно есть что вам показать.